Здравствуйте, у меня гадание для Овна. Теперь уже на август 2022 года мы спросим карты, каких чудес и радостей вам ждать в этом последнем летнем месяце, в этом бархатном сезоне. Но прежде, про Овнов много правильных и ложных слухов ходит в интернете. Я предлагаю вам очередную порцию допущений, согласны вы или нет. Итак, Овен. Очень и очень милый, не любит много думать об одной теме, ненавидит, когда его злят просто так, не любит опаздывать, обожает четкость, никому не мешает, очень умный и 100 раз думает, прежде чем что-то делать. По-моему, все правда про Овнов, да? Но первые 3 карты для вас будут о работе. Что вас ждет на работе, в ваших профессиональных делах, в вашем бизнесе, возможно. Раз. Хорошее начало. 2. И 3. Да, на работе у вас складывается какая-то неоднозначная ситуация. Неожиданности ждите точно. Первое, что придет, это какая-то новость, удивительная, пронзительная и очень-очень нестандартная. Покажется неприятной на первый взгляд, но позже вы поймете, что так тому и быть. Это появление какого-то человека, это какое-то предложение для вас, которое выбивает вас из колеи, может быть, выводит из той самой зоны комфорта, в которую мы все так стремимся. То есть ваш август поразит новость, связанная с вашей работой, рабочим местом и с вашим бизнесом. И вам тоже здесь важно не отставать, тоже придется максимально приложить мозги к оценке ситуации. Никто ни в чем не виноват. Врагов я вам никаких здесь не предлагаю, недоброжелателей. Все, что вас будет удивлять в это время, все, что заставит вас думать, подумать и побегать, это все только проделки неба, это все проделки судьбы. То есть, видите, фортуна, колесо фортуны говорит, что судьба в этот раз в августе очень серьезно за Овнов возьмется вот в профессиональном, таком в рабочем смысле. Колесо фортуны обозначает везение, счастливость, течение обстоятельств. Но самое главное, это, конечно, перемены. Потому что это колесо, которое не стоит, которое непрерывно крутится, колесо фортуны. Кого-то поднимает наверх, кого-то опускает вниз. И люди грамотные и зрелые, просветленные понимают, что без плохого не бывает хорошего, без тревог не бывает радостей, без потерь не бывает приобретений. Вот на все эти философские темы вам, скорее всего, в августе придется много-много думать. Колесо фортуны – это смена работы, может быть, однако что-то мне подсказывает, что пока это только новость о возможности поменять работу, либо новость о дороге, связанной с работой, то есть новость о переводе каком-то будущем вас в зарубежный филиал, например, вашей компании, или это новость о будущей командировке, новость о реорганизации компании, вообще о каких-то серьезных кадровых перестановках. Вот посмотрите, что получается. Новости есть, вихрь фантазии и волнение вроде бы вас охватывает, а движение, вот реализации всей этой истории, возможно, что и нету. Потому что дальше мы подходим к такому вот тупику, упираемся в 4 мечей. 4 мечей – это остановка. Все затормозится. Перемены, которые к вам вот приходят, пока не в реальной жизни не могут быть реализованы. Если вы допускаете, планируете сменить работу или допускаете эту идею, то вот, пожалуйста, какое-то предложение получаете или мысль, вы догадываетесь, куда идти и чем заниматься, то тоже это все с подачи Вселенной происходит. Но сейчас пока этот план никак реализовать нельзя. Это идея о бизнесе, о каких-то переменах в бизнесе. Точно так же выглядит. То есть
идея есть, и все складывается как будто бы к этому, но остановка, знаете, фактически больничный. Кстати, по 4 мечей часто проходят больничные, какие-то короткие недомогания, то есть чисто физические препятствия, которые не дают вам побороться сейчас на вот этой вот профессиональной ниве. То есть в итоге при всех вот этих, при близости вот этих вот перемен, по факту к концу августа вы можете прийти с нулевым результатом. То есть это буря в стакане воды. Это знаете, как вот у нас в последнее время здесь такая погода уже, по-моему, неделю длится. Ветер, нагнетается обстановка. И вот кажется, что вот-вот случится гроза. А она не происходит почему-то, проходит стороной. Чего-то не хватает небу, чтобы пролиться дождем великим сюда, потопом. Вот такая вот история у вас на работе. Дальше, хорошо это или плохо, это зависит от ваших ожиданий. Если вы мечтаете о переменах, то вы почувствуете, что они близко. Ну, придется подождать, может быть, до сентября. В сентябре, как известно, начинается деловой год. А если вы боитесь перемен, то тоже хорошо, потому что они отложатся, по крайней мере, в августе вас еще пока не накроют. Далее непосредственно про деньги для овнов. Часто меня спрашивают, от кого вы называете овнами? Людей овнов по солнцу или там по луне, по асценденту. Ну и, наверное, стоит сказать, что я в целом делаю свои гадания для знаков по солнцу. То есть если вы вот родились с конца марта до конца апреля, то у вас солнце в овне. Но если вы считаете влияние асцендента доминирующим у себя, это редко бывает, сразу скажу, но бывает, то тогда можете по положению асцендента смотреть гадание. Ого, деньги. Раз, два, три. 3 карты, все денежные выпадают. Поэтому, может быть, не так нужны вам перемены сейчас и сильные большие движения вот в работе, именно в карьере, потому что август – это урожайный месяц вообще в целом в природе, да, это время жатвы. И вот получается, что вы тоже собираете деньги, как будто бы стрижете капусточку, купоны стрижете. 3 денежные карты. Во-первых, дьявол. Дьявол – это, да, это денежная карта, действительно, второе, особенно в таком окружении. Дьявол предупреждает о неком выборе, связанном с деньгами. Купить, не купить, продать, не продать. Предложение, ну, что такое дьявол? Это предложение, там, когда-то, да, такое первое, искушающее. То есть вас ждут некоторые искушения, соблазны, связанные с деньгами. Это и соблазн выйти на какую-то новую работу или согласиться на новую подработку, соблазн купить, там, вложить как-то деньги и получить большие прибыли, большую какую-то разницу, или соблазн продать по случаю то, что вы не планировали продавать. Не уточняю, что. И то есть вы будете деньгами заниматься, вы будете о них думать. Дьявол предупреждает о людях, о разговорах, о ваших манипуляциях, о манипуляциях в вашу сторону, связанных с деньгами. Деньги любые, это и наследство, рядом все-таки 10 пентаклей, она обозначает как раз наследство или землю, поместье какое-то такое вот семейное. Ну, впрочем, премия на работе – это тоже иногда много денег. И 10 пентаклей, безусловно, это денежная сумма, которая приходит к вам, деньги в руках у вас будут, но это еще и часто коллективные деньги. Да, семейные, деньги компании, деньги кассы взаимопомощи. То есть здесь снова люди, здесь снова какие-то ваши переговоры, решение совместных коллективных вопросов. Не дележка, а скорее помощь. 6 пентаклей здесь рядом есть. То есть в вопросах, связанных с деньгами, вы найдете помощь, поддержку, какое-то вообще
успокоение и благополучие. А в целом же карты описывают большое денежное дело. Возможно, одно, но на август вам его хватит. Это оформление какой-то дорогой вещи, например, в собственность объекта недвижимости. Это принятие подарка. Все-таки помним, что шестерка пентаклей — это карта милости или милостыня. Покупка или строительство дома вполне возможно. А также, кстати, вот объединение капиталов здесь идет. Видите, объединение капиталов. Общие деньги и выбор, связанный с этим. Объединение капиталов, то есть, например, открытие семейного бизнеса или другого совместного бизнеса. Все очень хорошо. Такая благополучная вас ждет финансовая жизнь и просто деньги, в конце концов. В категории деньги вы получаете деньги, денежная карта, то есть никакого дефицита, все на своих местах. Мы же прочитали про овнов, что они много раз думают, прежде чем принять решение. Вот, вероятно, вы уже очень хорошо заранее подумали о своих финансовых решениях августа. А теперь вас карта как бы благословляет. То есть воплощаете эти планы, у вас уже все посчитано, и вас ждет вот такой вот успех, просто потому что ждет дальше любовь для всех, кто ищет этой темы. Раз, два, три. Знаете, с любовью как с работой. Вот какая-то очень-очень похожая, аналогичная ситуация. Вы еще в августе скажете, ну надо же, вот одна история продолжает другую. Если вы пессимист, вы скажете, беда не приходит одна. Но карты говорят буквально о следующем. Веяние, какой-то ветер перемен в любви ощущается у вас. Карта мир, которая одна в себе содержит и начало, и конец. Начало одной любовной истории, конец другой любовной истории. Это может быть и приход любви, и уход любви с этой картой. Потому что задача этой карты — описать для вас абсолютную гармонию. Знаете, гармония, какое-то очень естественное, такое вот обусловленное звездами начало или такое же окончание какого-то процесса. Что-то неумолимо меняется в вашей душе, в вашей жизни, а объективно это может выглядеть как потеря или как великое приобретение, как великий какой-то дар. Так вот, карта «Мир» в первую очередь просит вас не нервничать и особо сильно не противиться этим переменам. Если любовь входит в вашу жизнь, то пусть она входит такая, как есть, и такими темпами, которые есть. Если любовь или близкий человек вас сейчас покидают, то это тоже очень естественно, это тоже будет частью вашей такой вот гармоничной жизни, и из-за этого тоже не нужно будет плакать, расстраиваться. Десятка жезлов здесь есть. Карта, как ее здесь подписали, угнетение, правильно, давление, угнетение она пишет. Она считается разной для работы, но плохой для любви. Она говорит, что в отношениях пары, состоявшейся, прошлой или будущей, наблюдаются очень большие трудности. Знаете, такое напряжение, потому что кто-то кому-то не соответствует, или кто-то намеренно заставляет своего партнера, давит. Карта семейно угнетенных людей. Вот она особенно опасная для семейных пар. Она говорит, что кому-то тяжело тащить этот груз бытовой, это семейное бремя, а может быть обоим тяжело. Ну, я не знаю, что хуже, когда одному или когда обоим. И вы столкнетесь с трудностями в любви. Это не конфликты, нет, это не злодейство, это не ревность, и даже не ее сестра конкуренция, не ее сестра зависть, но это трудности. Трудно договориться, трудно, может быть, просто по факту встретиться, потому что вы далеко, например.
Придется стараться. Но чем это закончится, не знаю. А корень зла или основные причины трудностей для вас, это вот она, двойка мечей. Закрытость, закрытая позиция человека. Человек закрыт, не хочет ничего слушать, не хочет, чтобы ему помогали или тем более не допускает, чтобы мешали. Карт романтичных каких-то, вот именно любовных, ну знаете, таких увлекательных, приключенческих здесь нет. То есть, ну наверняка у вас будут, если вы молоды, если вы жаждете любви, наверняка у вас будут знакомства и свидания, и признания, и обещания. Однако многое будет даваться вот так вот трудно. То есть вот все три карты рядом говорят, что, например, закрытую и непонятную позицию партнера переломить, как-то поменять не получится, сколько бы вы усилий не прикладывали. А новое знакомство не растопит лед в вашем сердце и все равно заставит вас сомневаться, тормозить, возможно, быть неискренними. Карты в целом дают такой оптимистичный посыл людям, жаждущим любви. Бороться, надеяться, потому что ну, карта мир здесь есть. Она всегда говорит, что счастье-то где-то рядом. И семейные дела теперь. Семейные дела для Овна. Ваш дом, родственники. Что у вас дома происходит? В квартире вашей любимой. Раз. Прям дом выпадает. Два. Три. Ну, начинаем действительно мы с дома. Четверка пентаклей. Это крепость. Если вы рассмотрите внимательно картинку, то здесь в колоде Таро Кроули на четверке пентаклей изображена крепость. Вот мы видим стены крепостные, вот эти 4 башни, вот тут внутри пространство между ними. Крепость окружена, видите, рвом с водой. Вот это вот дорога туда в крепость. Ну, в общем, такой план, вид сверху. Это очень хорошо, что здесь четверка пентаклей, потому что она обозначает как раз дом. Мой дом, моя крепость. То есть это дом, как стены вам выпадают. У вас будет дом. Хороший ответ для тех, кто, например, сейчас планирует купить квартиру или арендовать квартиру, а она никак не находится. Найдется. Найдется. Вот как раз есть дом. И не только дом, а какие-то права. Часто четверка пентаклей связана с правами, с правом собственности или какими-то другими на объект недвижимости. Может быть, это не дом, это торговая площадь, какое-то коммерческое помещение оказывается у вас. Но это будет главным. По семейным делам, я думаю, месяц не конфликтный и не эмоциональный вовсе. Дела, связанные с домом и хлопоты, строительство, покупка, ремонт, будут немножко либо затянутыми, либо, как бы это, запутанными, да, правильно сказать, запутанными. Здесь рядом кубки, ваш дом, а рядом вот такие вот чувственные, эмоциональные карты. Но дом полная чаша. Вы что-то будете покупать в дом, вы как-то будете его улучшать. То есть в вашем доме будет всего пребывать. Счастье, здоровье, денег и удовольствий. Это хорошие карты, которые практически исключают лишние, не знаю, какие-то ссоры между родственниками или дележку семейного имущества. Но мне хотелось бы вытащить из этой же колоды карт, это колода Таро Кроули у меня в руках, одну карту совет.
для овнов. Какими вам быть и какими, может быть, не быть, чтобы август ваш сложился продуктивно и хорошо. Карта совет. Жрица. Ну что ж, как совет, она исключительно хороша. Она советует думать. Думать и не делать резких движений, не предпринимать шагов внезапных, особенно необдуманных. Видите ли, у вас спонтанные новости и очень спорные приходят в жизнь, причем на тему как работы, так и любви. И важно, наверное, чтобы вы не подхватились резко как-то, внезапно, жизнь менять в связи с этим. Важно, чтобы вы не напугались и не бросились рисковать. Жизнь во многом вас задержит в августе. Придержит, это называется, и в любви, и в работе. И тогда жрица вам советует как раз проявить вот ту самую мудрость, то самое терпение, которые только и позволяют нам вот эти вот временные остановки, временные трудности в жизни переживать. Пусть август не будет месяцем великих дел для вас, но это будет месяц ваших великих мыслей и вашего великого терпения. Спасибо.